Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит вас ждет новая пятерка отелей, в которые стоит побывать. Ну или не стоит. И отправляемся мы в древний город Хойян. Поехали! Сегодня нас ожидают Grand Holiday Haiyan Villa, Dimo Boutique Villa, La Silk Riverside Haiyan Hotel and Spa, May Boutique Villa Haiyan и Lanni House. Ну что, начнем с Grand Holiday Haiyan Villa. Это очень похожий отель, где-то мы были. Семейный отель. На первом этаже живет большое вьетнамское семейство, которое готово будет вас встретить, поднять ваши чемоданы. Так как в отеле нет лифта, мы жили на мансардном таком этаже со скошенным потолком. В принципе, все было очень прилично, гостеприимно, чисто. Видно, что за виллой ухаживают как надо, кондиционер достойно работает, было маленькое окошко, улица такая средней шумности, я бы сказал. И, в принципе, в пешей доступности есть основные моменты жизни. Это рынок, это уличная еда, рестораны, кафе, магазины. И, в принципе, можно за 20-30 минут даже пешочком дойти до центра города с рекой, где все активности происходят. Да, большая проблема то, что нету лифта в отеле, но если у вас большие чемоданы, соответственно, вам помогут их унести, но они, конечно, не очень комфортно туда-сюда таскать и спускаться там с 5-го этажа вниз. Плюс местами где-то потолок протекал, ну, слава богу, на лестнице, не в номерах. Здесь есть не только номера. Ну и номера в виде массажных салонов. Такое ощущение, что заходишь в кабинет физиотерапии. Здесь номера, мне кажется, как койко-место. Да, такое ощущение, что заходишь в кабинет физиотерапии, где у тебя шторками отделены койко-места. Кто-то делает электрофорез, кто-то массаж, кто-то прогревает. По-вьетнамски. К сожалению, завтрака здесь нет, бассейн есть, но такой довольно простенький, не видел ни разу, что там кто-то купался, такой грязноватенький, не очень за ним следят. Купался я, соответственно, там довольно чистая вода, и он довольно теплый. Единственное, что листва падает, потому что наверху огромные деревья, и надо постоянно убирать листву. А так, в принципе, достойно. Поэтому сколько ставишь? 8 из 10. Ну нет, я бы поставил, наверное, 7, потому что... Ну, с учетом того, что здесь нету завтрака, бассейна, спортзала, мы их просто не оценим. А так вот комфорт моего пребывания был на 8. То есть лифта нету, чемоданы все подняли, номера все показали, все достойно, на все вопросы отвечали. Окей, переходим дальше. Следующий у нас Dimo Boutique Villa. Дима как Дима, бутик как не бутик, вилла как не вилла. Такой отель средник, я бы сказал, уже пошатанный. Там прям очень пошатанный отель, находится далековато от всех достопримечательностей и мест. Реально не вилла, а гестхаус. Двери стеклянные в номера, то есть все слышно, все видно. Огромные окна, как в аквариуме живешь. Но опять же хорошо, с одной стороны, у тебя все видно, но закрыл и тебя не видно, аквариум закрылся. Кино не будет. В принципе, неплохо. За бюджетные деньги можно здесь остановиться. Велосипеды... Нет. Велосипедов здесь нет, поэтому... Да и платных нету. Завтраков тоже нету. Бассейн есть, он довольно комфортный. Балкончик довольно такой средненький, большой, я бы сказал. В принципе, красивый вид. Вот на последнем этаже у нас был. Напротив кафешка, рядом в 5 минутах рынок. Тоже все в пешей доступности. Единственное, даже так же, наверное, полчаса идти до достопримечательности, минут 40, наверное, даже 45, я бы сказал. Далековато реально находится, но за такие деньги, в принципе, неплохо. Я бы поставил, наверное, также 7, он ничем не выделяется, обычный бюджетный отель для бюджетного туриста. Переходим дальше. Но перед этим напомню, что все отели мы бронируем по ссылке в описании, точно так же, как и авиабилеты. Переходите, бронируйте. А дальше мы отправляемся в La Silk Riverside Haiyan Hotel and Spa, что напомнило нам путешествие в Грецию. Встречает нас отель цветами Греции. Это белый и голубой. Все было сделано в греческом стиле. Номера тоже очень красивые. Видно, что отель
недавно открылся. Здесь реально очень хорошо сделали, его переделали в спа-отель, и довольно приятный спа-отель за довольно небольшие деньги. Единственное, в спа не хватает, тут нас на ресепшене попросили указать, что нам хотелось бы еще бы увидеть в отеле. Это хамам и сауна. Вот, они сказали, что они как раз на это думают, потому что очень много запросов. Да, чтобы прям уж спа был, и это будет реально прикольно. Только педикюр, маникюр и массаж. Спортзал есть, но спортзал со старыми тренажерами, видимо, осталось от предыдущего отеля. Но, в принципе, позаниматься можно, но лучше взять велосипед и прокатиться. К тому же велосипеды в данном отеле бесплатные, и катайтесь по всему городу. Прям приятно. В течение 10 минут прогулочным шагом дойти до знаменитого шоу на острове, а также посмотреть его краем глаза бесплатно с набережной. С верхних этажей вообще, скорее всего, даже который выходит на набережную, можно увидеть и из окна. В принципе, отель мне очень понравился. Понравились номера, очень красивые, очень вкусный завтрак, сыр. Разные. Кто-то переел сыра. Но Да, аккуратно. Кишечная непроходимость, она такая потом. поэтому ешьте в меру, а не обжирайтесь. За бюджет, который мы потратили на этот отель, очень даже рекомендую, советую, будете там, обязательно бронируйте, прям круто. Я бы 9 поставил, даже Я- 10. Я вот 10 поставлю, потому что Я это... 9 поставил. Так ты 10 или 9 поставишь? 9 поставлю, ну, чтобы сбалансировать немножко. Было куда стремиться, вот сауна, хамам. Будет 10 потом в следующий раз. Хорошо. Окей, продолжаем. Мэй бутик вилла Хоян. Эта вилла нас встречала первой при приезде в Хоян. Тоже отель после вилла, после реновации, со старым названием, которое у них висит на фасаде наверху, на крыше. Встретили нас с тем, что мы можем пользоваться бесплатно велосипедами. И мы ими не воспользовались в первый день. Но приятный бассейн, хороший номер с видом на деревню, как будто вот открываешь окно и в деревне бабушки оказываешься, там козы, петухи, огороды, заросли, сады. Все прям вот как будто приехал на виллу. Номера есть разные категории, есть номера с окнами, есть без окон. Мы бронировали без окон, но поскольку было пусто, нас заселили с окном. Не сезон, этим и пользуемся, что могут переселить более интересный номер с более интересным видом. Есть номера с видом как раз на сад, город, есть в другую сторону, там более речку видно, но мне кажется более шумновато, поскольку там есть дорога, а в другую сторону только утром петухи. Если вас не смущает, что в 5-4 утра будет кукарекать, приятно наслаждаться, попивая кофе, сидя на балкончике. Мне прям очень понравилось открытие Хаяна. Для нас, мне прям понравилось. Стоимость номера включен довольно приятный вкусный завтрак. Он не такой большой, как обычно бывает в отеле, но вот довольно сытный. То есть наесться, в принципе, можно есть как и омлет, так и фубо-суп, фрукты, тосты, все в наличии. Завтрак судить сложно, поскольку не сезон, народу было мало и порционно готовили. Но... Такую цену мы заплатили около $14 за сутки, поэтому, в принципе, я считаю, что с включенным завтраком в такие деньги не всегда найдешь. Либо будет завтрак прям совсем, какое-нибудь ферментированное соевое мясо лежать вместе с рисом и все. А здесь, в принципе, можно даже европейцу, американцу, не азиатскому товарищу наесться. Да, поэтому я рекомендую, и мне тоже понравился, и я здесь также поставил 9, как и в предыдущем отеле, хотя, может быть, большая разница, но по комфорту пребывания здесь мне понравилось точно так же, как и там. Это был один конец города, там был другой конец города. Того поехали в другой. Да, а здесь, кстати, недалеко, сказали, есть деревня Гончаров. Да. Где-то прямо рядышком можно было скататься, но... Не скататься, а пешком. Буквально в соседнем квартале мы просто в другую сторону ходили все время. Ну, потому что мы приехали в первый день, пошли смотреть. И мы по одному дню.
как его, куда мы пошли смотреть, на речку, где спускаются нарики и так далее, так далее. Поэтому, если вы будете останавливаться, очень приятно, велосипеды дают. Но мне кажется, сейчас, вне сезон, Бесплатно. было бесплатно, потому что была заклеена аренда. Но не проблема. Номера Большие. чистый, кондиционер чистый, причем кондиционер с такой системой, когда он самостоятельно внутри собирает пыль. Да, То есть- впервые такое вообще увидели. Старый кондиционер, но выглядит очень хорошо. Почему вот новый кондиционер такую систему не делает, непонятно. Окей, И продолжим. завершает у нас Лани Хаус. Так случилось, что в последний день, о чем нас заранее предупредили, в половине города Хаяна было отключено электричество. Но благодарю, что с нами связались напрямую через trip.com, владелец отеля нас предупредил, спросил, что мы будем делать, будем ли мы Да. заезжать, не будем мы То заезжать. есть это было очень приятно, когда владелец отеля понимает комфорт пребывания и что может оказать там негатив какой-то, еще что-то, да. Он сказал: ребят, к сожалению, у нас в городе отключают, причем это было за 4, за 5 дней, да, вот заранее, задолго заранее. Как мы, вот я помню, что мы даже не 4, как мы забронировали, он буквально на следующий день написал вкусный завтрак. Несмотря на то, что это было подано от кафешки вегетарианской, которая находится. То есть у меня было вегетарианское блюдо, Артем ел омлет, и были фрукты, тосты, выпечка, кофе мы сами делали. Номера, видно, что после реновации нету. Инновации, не новый. Мне такое ощущение, что отремонтировано. Такой запах очень странный стоит. Там, мне такое ощущение, живут престарелые люди. Когда заходишь и проходишь по лестнице, такой запах, как вот в домах есть, когда вот В живут. домах престарелых. Ну, не в домах, вот, почему так? вот у нас есть в районе жители, которым 94-100 лет, которые редко выходят из квартиры, не проветривают помещение. Вот затхлый такой запах старины. Нету телевизоров, они это компенсировали проекторами. Качество, конечно, не очень, но и сама идея реализация, в принципе, очень достойна. Никто не смотрит почти телевизор. Вот мы за все время, за 3 года. А я вот Ваня. думаю, что проектор бы смотрели. Если не качество картинки, мы бы тоже что-нибудь посмотрели. Что бы ты посмотрел? Какой-нибудь сериальчик включил бы, еще Ну, что-то. это надо Bluetooth. найти где-то, что-то. Нет, как. там легко по Bluetooth соединиться. Может. И я бы... Ну, перейдем к самому номеру. Номер неплохой, приятно находиться, в номере не пахнет, в отличие от лестники. Хорошо работает Балкончик. кондиционер. Но балкона не было, там не балкон, там окна были. Там окна, да. Вид Да. на лотосы. Да, там прудик, очень прекрасно смотреть. Наблюдайте, сторона была солнечная, поэтому немножко жарковато, шторки прикрывали. Прям хорошо. Тоже я рекомендую. Удобно расположен, почти там, в центре, да, недалеко там Starbucks, недалеко как раз вот эта вот речка. То есть, да, в радиусе 15 минут все такие Бассейна. интересные достопримечательности. Бассейна нет, спортзала нет, но мы, соответственно, оцениваем то, что есть. Я бы поставил его 8+. Ну, а я, наверное, поставлю тоже 8, потому что мне тоже понравилось. И рекомендую, несмотря на веганский завтрак. Напомним еще раз, что мы бронируем по ссылкам в описании, так что переходите и бронируйте тоже. А сейчас Мы составим рейтинг наших отелей в Хаяне. Начинаю я с Ласилк Риверсайд, потом бы я переехал в My Boutique Villa, дальше я бы в Лани переехал, потом бы я заехал бы в Гранд Хайян Вилла и закончил бы Дима. да, я с тобой здесь полностью согласен, потому что вот именно Я- по топу это таки И располагается. недельки у меня будут точно так же. Нет, понедельки я бы немножко по-другому сделал, то есть начать с приятного можно, то есть либо наоборот этим отелем закончить лосилком. Даже, наверное, я бы закончил, я бы, наверное, как и мы, начал с My Boutique. Он находится как раз в одном конце города, и недалеко уходите на речку, то есть вот вся какая-то суета будет недалеко, где-то минут 20, наверное, пешочком вот от отеля. Удобно. Походили, посмотрели, увидели все. Дальше я бы переехал в Лани. Удобно. В другой район, поближе к другому концу города. Парочку дней, может быть, вот Гранд Холидей и Дима Бутик Вилла. И закончил бы как раз Ласилк. Потому что после такого
отдыха, надо хорошо отдохнуть, Пос- спа, напоследок вкусно поесть. Вы ж на отдыхе, надо же много есть, вкусно. И как раз у тебя получается, что в первые дни ешь где-то в городе, наслаждаешься там сливочно-соленым кофе, или как там, Соленым соленым вьетнамским кофе. Ешь еду, фобоа и так далее, и так далее, и так далее. Да. И в последний день как раз позавтракать, ну или там несколько дней отдохнуть, позавтракать как раз вот в этом отеле. Я думаю, очень даже неплохо будет. И завершить, может быть, шоу. Ну да, кончит как раз шоу. Вот так вот. Ну что, не забывайте, сегодня у нас розыгрыш. Точнее, может, тоже уже состоялся, поэтому победители. Смотрите по ссылке вот в нашем телеграм-канале. Увидите, может быть, вы тот самый победитель. Поздравляем! Ждем от вас видео из бизнес-лаунжа, чтобы показать остальным, как вы замечательно проводите там время. Ну что, на этом все. До скорых встреч. Обязательно увидимся уже через недельку. Пока-пока. Пока.